Привет, друзья! Вот я и в Австралии. Мне дали такую шляпу, как настоящие австралийки, поэтому буду теперь в этой шляпе разгуливать. Меня зовут Катя. Я из Новой Зеландии, но временно проживаю в Австралии. Я родом из Воронежской области. Отлично. Я Юля, я проживаю в Новой Зеландии, в Австралии мы путешествуем, у Кати в гостях. А я родом из Новосибирского академгородка. Катерин, ты уже длительное время в Австралии. Как ты думаешь, мужчины и женщины отличаются от мужчин и женщин в Новой Зеландии? Живу на Gold Coast. И здесь культура спорта. Здесь очень много спортивных людей, подтянутых. Поэтому, наверное, есть некие отличия в образе жизни. Очень много людей проводят время на улице. И, наверное, вот в это одно из самых главных отличий. Ну, плюс здесь тепло. А отличие от новозеландских, например, женщины? Вот, женщины и мужчины вот всем вот именно этим и отличаются. Ты думаешь, Я бы сказала, более и спортивные? Да, я бы сказала так. А как же? А мужчины, мы только что говорили, мужчины больше видят красоту женскую. Совершенно точно. Вот согласна. Они Вот. больше оценивают, смотрят, что вокруг. Это Юля ответит на этот вопрос. Ну да. Нет, просто действительно мужчины в Австралии больше обращают внимание. Это заметно, когда ты долго живешь в Новой Зеландии. Культура внимания, не знаю, можно сказать, какое-то ухаживание, кокетство, все что угодно, все, что относится к отношениям между мужчиной и женщиной. Извини, Юлечка, извини, Любви. подожди. Ой, какой ехидно! Ехидно идет. G'day and welcome aboard the Currumbin Wildlife Sanctuary Railway. Just a couple of simple instructions to make sure we get you safely to your next destination. Keep your arms and legs inside the carriages at all times. Да, они сейчас будут взвешивать. Такие неторопливые, не валяшки. И таким образом они взвешивают. Видите, это весы на самом деле. Такая деревяшка маленькая, ви английская. Это безмен. Привет. Привет. Как дела? Скажите, вы проводите замену эвкалипта каждый день? Да, каждый день. В одно и то же время примерно. Мы убираем старый эвкалипт и меняем его вот на тот новый. А куда деваете старый? Старый эвкалипт мы не выбрасываем. Мы повторно используем. Разным животным разные цели. Ну, сохраняем его. А почему вы меняете эвкалипт каждый день? Потому что он загрязнен? Ну, калы
очень прихотливые животные, и даже если хоть немножечко не свежий эвкалипт, они не будут есть. А также, если немножечко песка, то они откажутся. Такие привереды. Thank you very much. Thank you. Ну что, 5:50 утра, некоторые наши подруги еще спят, но мы с Катериной решили доехать и встретить рассвет. И я вам покажу попозже, как это выглядит. Нет, не надо говорить, как это выглядит. Покажу попозже, они увидят это. Вы это скоро увидите. Да. Увидите сами. А увидите вы сами раннее утро на восточном побережье Австралии, Голд-Кост. Еще нет 6 утра, а люди уже начали свою жизнь. Кто-то бегает, кто-то пошел на прогулку, кто-то купается, кто-то идет на серфинг, собаки, люди. И все это до 6 утра. И это еще зима, а летом это все гораздо раньше. Чем ближе к рассвету, тем больше появляется групп, спортивных различных групп, да и просто людей. Итак, после рассвета мы поедем посмотрим летающих лисиц, которые живут просто так в парке. Это никакой не заповедник, не зоопарк, а просто парк. Также познакомим вас с нашей еще одной подругой, которая к нам присоединилась вчера. А потом мы поедем в Брисбен. Присоединилась к нам еще одна наша подруга из Новой Зеландии, из Окленда. Она прилетела к нам вчера. Представься, пожалуйста, Катюш, кто ты? Привет, меня. Привет, Катюш. Да, я Катюша. Меня зовут Екатерина. Я с Урала, город Миас, где делают автомобили Урала. Да, всем привет. Интервьюер. Да, Катя, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, одну какую-то особенность Новой Зеландии и Австралии, что бы ты вот так вот навскидку сейчас сказала бы? Что различного? Так как я уже не первый раз в Австралии, я могу сказать, меня очень... во-первых, мне больше нравится Зеландия, сразу говорю. А в Австралии мне не нравится высокое небо, в Зеландии небо низкое. И мне так уютнее. И в Зеландии люди улыбаются, а здесь нет. Неправда. А вот мне правда. Ей не улыбаются, мне улыбаются, это точно. Вот. А еще здесь женщины некрасивые. Кошмар, надо вырезать. Ладно. Если сказать, что мы немножко овerdressed для этого променада, это мягко, ничего не сказать. Интересное приспособление вот у них, да, как бы адаптация, что кверх ногами. Казалось бы, это в голове такой приток. Ой, говорят, что... А мордочка действительно как у лисички. Ну да. Flying Fox. Сегодня вечером мы пойдем в ресторан, потому что у Катерины был день рождения на этой неделе, и мы приехали вообще поздравить ее. И сегодня вечером мы идем в ресторан вчетвером, к нам присоединятся еще 2 девушки, которые живут в Австралии, но которые жили раньше в Новой Зеландии. У нас будет вечеринка в стиле «Завтрак у Тиффани».
какой удивительный сюрприз сделана Ирина. Она на самом... Представься, пожалуйста, моим подписчикам, кто ты такая и как ты вообще попала сюда. Меня зовут Ирина Леготкина. Вот, я профессиональная скрипачка. Вот, я в любую страну, куда не попадаю, я нахожу, где себя применить как скрипачке. То есть и в Зеландии, и в Австралии, и вот в России жила, то есть везде. То есть куда бы ни попала, в принципе, музыканты везде нужны. То есть везде можно найти свою нишу. Вот как я сюда попала, мы уже дали контракт, а мы сюда уехали. То есть ты жила в Новой Зеландии сколько лет? Где-то около 10 лет мы прожили. А потом переехала в Австралию? Да. А ты изначально откуда? С Урала. А, с изначально, Урала. да. Откуда? Екатеринбург. А, То есть отлично. родилась в Свердловске, сейчас Екатеринбург. Ага. Ну, такой вопрос. Какое ты вот так вот первое попавшееся в голову различие между Новой Зеландией и Австралией можешь сказать нам? Так, ну, самое первое, то, что бросилось в глаза. Когда мы отдавали детей в школу, значит, в Новой Зеландии все поголовно ходят босиком. Даже приходит ребенок в школу в обуви, забираешь его из школы босиком. Неважно, лето, зима, но Новая Зеландия. Здесь запрещено ходить босиком. И, в принципе, австралам лучше не ходить босиком. Как бы это из-за всяких ядовитых существ. Но змею видно. Змею там всех разных. Да, даже они на самом деле не дураки животные. Они уползут быстрее, чем ты их заметишь. Но случайно может какой-нибудь такой маленький жучок, там паучок попасться случайно, и он может цапнуть. Тут есть ядовитые, которые там прям, не то что смертельные ядовитые, но в общем как-то так. Но очень болезненно некоторые кусают. Вот. Я случайно рукой повела около стула, и меня укусил такой жук, кисенбак называется. Вот. То есть он не желал мне никакого зла, я просто провела рукой. Вот. Вспухла как оса. Вот. То есть нельзя ходить босиком здесь. Ну да. Я все равно, конечно, хожу. По старой привычке. Я и в России босиком, в деревне, и в Новой Зеландии. Вот. Но просто так вот на траву уже не ляжешь, как в Зеландии. Да. В общем, нельзя ходить босиком. Да, понятно. Спасибо. Нормально я проверила, да? Был с подругой, с ребенком, детям так. Ну, надо освободить. Холодный и мокрый. Я начала проверила, где не холодно. Как у пуделя. Детям так проверяют. Нет, там только пуделя.